Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я сегодня начинаю необычно мое видео. Это не будет влогом, потому что последнюю неделю я практически не занималась рукоделием, потому что было очень много дел. И вот, наконец-то, после долгих месяцев, практически беспрерывных дождей, у нас прекрасная погода, я вышла на озеро и решила поделиться с вами таким чудесным деньком, таким чудесным видом. Я на красота у нас здесь, и наконец-то тепло. И даже некоторые, я вот там вижу, купаются. Но я еще не готова купаться. Ну, утка вот готова купаться. Смотрите, она, по-моему, купается круглогодично. А сейчас я пойду домой и покажу вам все-таки, что я там навышивала немножко, но все-таки что-то есть. Ну что ж, друзья, я уже дома. Привет снова. И, пожалуй, начнем. Начнем, естественно, мы с вышивки, потому как канал-то вышивальный. И потом я хочу с вами поделиться своими впечатлениями после прочтения книги. И в конце немножко природы. У нас наконец-то прекрасная погода, солнышко, и можно насладиться летом, уже лето. Уже сегодня у нас 1 июня. Честно сказать, я снимала влог, как я делала всегда. Я начала снимать влог, потом я пересмотрела то, что я там наснимала, и это такое унылое говно, извините за выражение, что я решила, нет, я это не хочу, все-таки я хочу вас радовать, а не печалить. Я хочу, чтобы вы получали удовольствие и какие-то положительные эмоции при просмотре видео, а не вот это все. Поэтому я все это удалила, и сейчас, пожалуй, начнем и покажу то, что я вышиваю. Ну что ж, пожалуй, начнем с моих лошадок. Ну, не с моих лошадок, а с милхиловских лошадок от Laurel Bench. И вот смотрите, сколько я навышивала. Последний раз я вам показывала, у меня была только голова вот этой лошадки, вот так вот. И видите, я вот здесь вот это все за эту неделю вышила. Не знаю, то ли сработала примета с этими лошадками, но работы было не в проворот. Я с утра до вечера грузила, возила, разоружала, мыла, чистила, ну, в общем, занималась всеми этими делами, не очень какими-то приятными, скажем так, ну, в смысле приятными, трудоемкими. И вот какие, смотрите, лошадочки, поэтому у меня не было много времени на вышивку. Но, тем не менее, я думаю, здесь у меня, я вышиваю не по саге, поэтому я вам сказать не могу абсолютно, сколько здесь крестиков, сколько здесь вышито, сколько я там вышивала. Вот, смотрите, какие красивые. Здесь вот это, где не зашитое, это все будет бисерок вот сюда. Здесь тоже в гриве. Это вот же вторая лошадка пошла. Здесь будет вторая лошадка, здесь будут птички на лошадках сидеть. А потом еще здесь солнышко будет красивое. Я вот думаю, если эта примета сработала, что появилось много работы, когда сработает как бы оплата за эту работу, или это так, только тебе работа, лошадки, тогда скажите мне такую работу, чтобы она приносила доход, что надо вышивать, подскажите, пожалуйста. Великолепные цвета, вот здесь вот где не зашито под глазом, там будет зеленый бисер, я уже посмотрела, вот это будет зеленый бисер, и видите, здесь такое зелененькое вокруг. Ну, класс.
Вышивается очень легко, особенно после вот этих 2-3 крестика, смена ниткой 2-3 крестика, то здесь все логично, все идет, ты берешь нитку и эту нитку до конца вышиваешь, сменил, пошел другой ниткой и опять же до конца ее вышил. Класс, мне нравится очень сильно, мне нравится вышивать. Мне нравится, как выходит, мне нравится, очень нравится цвет этого льна. Ну и лошадки вообще этот цвет голубой, сиреневый, они мне нравятся. У меня был небольшой перерыв после мандалы, там вся мандала в таких цветах, еще зеленым. Поэтому мне они как-то поднадоели, но сейчас я уже подостыла, и вот сейчас это просто великолепно и замечательно. Восторг, восторг, мне нравится. Ну, я надеюсь, я в скором времени дошью их. Все-таки здесь половины, конечно, я еще не вышила. Ну, как бы там ни было, все равно это гораздо легко и гораздо быстрее вышивается, чем следующее, что я вам покажу. А следующее я вам покажу мою Эйфелевую башню. Упс, упала. Мою Эйфелевую башню в розах. И смотрите, я здесь уже навышивала 2 розы. Вот эти. Ну, как я вам показывала в прошлом видео, я распустила все вот эти цветочки, листочки. Вышила их по новой. Вот это все. И вышила вот эти 2 прекрасные розы. Ну, когда розы, конечно, вышиваешь, здесь уже не такая частая смена, не так, ну, как, ну, хотя бы 10 крестиков ты уже делаешь. Ну, вот здесь, видите, конечно, здесь побольше, чем вот в этих цветочках, листочках и во всем этом. Ну, естественно, я не без того, чтобы я не ошиблась. Вот здесь я в листочке ошиблась, надо было распускать и перешивать. Но розы вроде сейчас нормально. И вот такая красота у меня получается. Эйфелевая башня в розах. Вставлю вам картинку, как должно быть. Ну, вы наверняка все знаете этот дизайн. Очень красивый и очень он большой получается, должна я вам сказать. Уже на данный момент здесь получается, наверное, сантиметров 30 этот дизайн. Ну, смотрите, вот башня. Ну, вот у меня рука 20 сантиметров. 20, ну, 25 сантиметров это точно. И это же еще даже... Здесь же будет еще внизу. Так вот, как типа рамка, тоже из розы сделана. Так что будет он такой приличненький, этот дизайн. Ну, великолепный он, конечно. Смотрите, какие розы. Это в сиреневых таких цветах, это вот в таких персиковых. Красиво. Посложнее, конечно, они вышиваются, чем лошадки, и поэтому дольше как-то это все происходит. И вот... Ну, честно говоря, я такая даже удивилась. Смотрите, я как-то и прилично здесь повышивала, и на лошадках повышивала, так что нечего на себя наговаривать. Нормально я повышивала, учитывая то, что 2 дня я вообще не вышивала, но просто я падала и все. И у меня хватало только одним глазом смотреть телевизор. И я тоже там не вышивала, я даже не читала. Но, тем не менее, обидно, конечно, что я не вышила свои 2 буквы. Но сегодня у нас суббота. Я еще, может, за сегодня и вышью эти 2 буквы. Скорее всего, сегодня вечером я возьму и вышью 2 буквы. Все-таки надо. Сказала, буду каждую неделю по 2 буквы вышивать. Надо вышивать. Так что... Вот такие у меня вышивальные новости, и на этом, пожалуй, все. Больше я на этой неделе вообще ничего не брала и ничего не вышивала. Ну и спасибо на том, что есть. А сейчас я хотела бы вам рассказать про книжку, про мои впечатления. У нас сегодня запеканочка в честь субботы. Очень полюбляет мой муж такое дело, всякие сладости. А когда еще со свежей клубничкой, одной рукой, конечно, снимать и вытаскивать, это миссия невыполнима. Вот такая красота.
И очень важная фишка. Клубничный мусс. Это клубника перебитая просто-напросто. Ну и красим. Чего уж там. Должны быть еще сливки, но мой муж не любит сливки, поэтому вот так. Красота получается. Ну и так, речь пойдет о книге Джон Марс. Единственный он в российском переводе будет, по-моему, и The One, оригинальное название. Я вам сейчас прочитаю то, что там было в анонсе, ну, на книжке, на обложке, что они там пишут. Если у тебя есть шанс любить кого-то так же сильно, как любят тебя, хватай его обеими руками и не выпускай. Наука и чувства. Могут ли они идти рядом рука об руку? Могут, решили ученые, и разработали программу, которая на основе человеческих ДНК способна подобрать для любого идеальную пару. ДНК-партнер подходит по всем параметрам, даже если вначале кажется, что он не в твоем вкусе. Вспышка, эйфория, и ты уже по уши влюблен или влюблена в него. Звучит просто замечательно. Больше не нужно знакомиться с людьми противоположного пола, пытаться построить с ними отношения. Достаточно заплатить небольшие деньги, сдать анализ и через некоторое время получить письмо с данными той самой пары. Все, больше никаких разводов, суицида на фоне неразделенной любви и тому подобное. В романе представлены 5 историй, 5 пар, которые нашли свою вторую ДНК-половинку. Мэнди не успела даже познакомиться со своей половинкой, как узнала, что он трагически погиб. У Ричарда, серийного убийцы, парой оказалась офицер полиции Эми. И несмотря на возникшие к ней чувства, у мужчины есть своя цель. Пара Джейд живет на другом конце земли в Австралии. Рискнуть ли встретиться с ним или не стоит? Ник накануне свадьбы узнал, что его пара вообще одного с ним пола. Элли встретила Тима, на которого при обычных обстоятельствах никогда не обратила бы внимания. Пары сложились достаточно интересные. Было очень интригующее начало. Мне понравилось, как там сам построен роман. Там каждая глава называлась именем героя определенного, и шло повествование. И обрывалось это повествование, естественно, на самом интересном месте. И что тебя провоцировало читать без остановки, так читать, что у тебя не хватало даже времени размышлять над прочитанным. Ты галопом скачешь по этим от одного персонажа к другому, и поэтому я прочитала уже неделю назад и вот до сих пор у меня это все переваривается, устаканивается и переваривается. Ну вот это типа фантастического триллера. Очень интересно задавать самому себе вопросы вот по этому поводу. Вот, а вы бы хотели встретить вашу идеальную пару? Вы бы хотели почувствовать вот эту любовь безусловную и такую, которая вообще она одна единственная во всем мире? Значит, фишка в том, что у каждого человека есть ДНК, и эта ДНК совпадает с единственным человеком во всем мире. И если эти ДНК встретятся, два одинаковых, то это ваша пара, и будет все идеально. Я вот так подумала, вот я хотела бы встретиться, вот мне кажется, я в своей жизни не испытала вот такой вот любви, как в романах, которая там, ну вот все от у человека пойти на Голгофу ради такой любви. Я не знаю, ну вот один герой, он серийный убийца. Ну, если ваша пара серийные убийцы, извините, то что делать? С одной стороны, мне очень бы хотелось это, ну, почувствовать на себе вот такую любовь, и действительно, если она существует, конечно. Ну, я не имею в виду любовь там, к родителям, к детям и всякое такое, а любовь именно к партнеру, к вашему мужу, там, вашему другу и все эти дела. С
захватывающий роман. Были некоторые моменты с вот этим убийцем, когда мне просто было хотелось закинуть эту книгу, отвратительно читать было. Мне недостаточно было того, что там герои, ну, очень мало героев, которые описывается их внешний вид. Ты, ну, естественно, ты сам представляешь как-то, описывается их качества, описывается там все, а как они выглядят, ты не представляешь. Вот этого мне не хватило немножко. Потом разные линии вот этих героев, мне концовки не очень понравились двух пар из этих, сколько, 5 пар там было, образовалось. А так, в основном, конечно, очень, во-первых, затягивает книга, хочется ее читать побыстрее, и, во-вторых, она тебя потом не отпускает. Вот я уже читаю другую книжку, но я все время размышляю постоянно над этой книгой. Так что я рекомендую. Я просто не хочу больше рассказывать вам потому что я боюсь спойлернуть, а книга стоит того, чтобы ее прочитать, и ну, не хочется портить. Знаете, это как в начале какого-то триллера сказать, кто убийца, ну, какой будет интерес. Ну, понравились. Я из всех этих пар, может быть, угадала, как будет сюжет развиваться только из двух, и это уже хорошо, потому что когда это непредсказуемое, когда концовки такие неожиданные, когда там одна концовка была, ну, ты думаешь, вот паразит такой, а потом финт ушами, и он, оказывается, не паразит, а паразит кто-то другой. Так что, да, интересно. Рекомендую. Джон Марс, единственный, The One. Почитайте, не пожалеете. Ну что ж, и в конце я вам ставлю немного природы, немного цветочков, как обычно. Вот такое коротенькое видео, потому как так как получилось. Я рада была, что вы посмотрели, что вы досмотрели до конца. Если вы такие молодцы, поставьте мне лайк, напишите обязательно комментарий. Напишите, читали вы эту книгу, вам пообщаемся, может. То меня прям распирает с кем-то поговорить, но я не могу поговорить, потому что спойлер, и тогда тоже нехорошо получается. А я с вами прощаюсь на этом. Я желаю вам всего хорошего. Я желаю вам хорошего лета, мирного неба. И всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Кто-то у меня спросил, как вы там в Швейцарии разделяете мусор, что там глупости такие писали, чуть ли не чайные пакетики отделяют, веревочки от самого, ну, бред. Вот наш экоцентр, видите? И вот здесь вот такие, здесь для пластика, ну, из пластмассы все сделано. Здесь вот эти бутылки PET. Здесь у нас можно вещи, которые вы выбрасываете, их разбирают потом и отсылают, которые продают в секонд-хенде или Красный Крест. Вот алюминий, стекло. Вот здесь называется Refuti Vegetali, но это в саду вы там срезали все. И вот эта карта, бумага. Идея посладить жасмин, и здесь очень сильно все пахнет. Но здесь и не воняет, потому что, как вы видите, все такие выбрасывают мусор не вонючий. А вонючий мусор, то есть пищевые отходы, выбрасывают вот здесь, и это баки находятся под землей, и запаха никакого нет. Вот немножко вести из сада. Вот эти мои, я не знаю, заячьи ушки, мама их называла. Я перла из Украины. Посмотрите, они цветут, и они покрывают прям как ковром. Все очень красиво, мне нравится. А вот здесь у меня английская роза. Ну, как говорила, месяц у нас идут дожди. И дожди, конечно, не благоприятствуют красивому виду роз. Но, тем не менее, красота.
Вот такая лилейника цвел. Вот помните, я подстригала свою белую травку. Смотрите, какая она уже вымахала. К осени вообще будет огромная. И здесь как-то не пойми. Здесь я хотела типа как бы бортик такой сделать. Но вот здесь хорошо получилось. Вот здесь эти дырки, никак не растет ничего. Ну и центр моей клумбы. Хосты. Как это называется? Папоротник, блин, забыла, прикиньте. Так, летние цветочки ничего я не сажала. Оставлю так, не буду летние сажать. Это все, которые эти нелюбивые. И вот здесь у меня роза. Тоже, видите, приуныла после дождей. Мало воды плохо, недостаточно воды, много воды плохо. И вот начинает цвести мой кустик. Не знаю, как называется, но он очень красивый. И вот там роза зацвела тоже. И там герани. Вытащила на улицу мой цветок, который в доме. Вот такая красота. Клены красные, желтые, красивые. И здесь все-таки продолжаются у нас работы, до сих пор не закончились. И вот розы. Эта роза, так я ее не подвязала, как с прошлого видео. И вон там такие красивые маленькие розочки.